Это к бронесообщества. В эфире Пибак Студио, и вы попали на мартовский выпуск новостника. А это значит, что здесь будут самые интересные новости и факты из закоулков бронесообщества. С вами в студии Бризи Эхо и Квикскоп. Заварите себе кастрюльку чая и откиньтесь в кресле. А мы начинаем. Квик, есть что нового в сообществе аниматоров? Посмотрим. Автор канала MacPie Pony выпустил забавную анимацию про Трикси, которая пытается стать новым элементом гармонии, используя весьма специфичные методы. Впрочем, вполне в ее духе. А на канале WW Brothers опубликовали 7-ю часть обнимашек с персонажами из 4-го поколения My Little Pony. Мило и греет душу. Эйджи Кара сделал короткую пародийную анимацию на клип Eiffel 65 Blue. Да, тот самый клип с инопланетянами, поющими до Будай. Eggroll Channel выпустил анимацию про нашу любимую шестерку поняшек, которые испытывают в деле полезные магические инструменты, но каждый раз что-то идет не так. Тем временем Тамерс 1, 2, 3, 4, 5 продолжает вести деятельность на своем втором канале. Недавно он опубликовал очередную абсурдную анимацию на целых 40 минут. В центре истории находится Трикси, раскапывающая скрытые истины о себе, которые, вероятно, должны были остаться забытыми. А давайте посмотрим, что вышло нового на фронте музыки. Новая песня третьего спешла из 5-го поколения Tell Your Tale Level Up. Melody Brony Chasing Rainbow. Flap Your Wings Rubbing Remix. Fluttershy Tetris. Кавер на вокалоида Касане Тетто. BGM Solar March. A Spring Before the Fall. Dream Nebula. Все ссылки на треки находятся в описании. Идем дальше. Недавно на HEO проводился Game Jam. Игр было много, и все не перечислить. Большинство игр выполнено в 2D формате. Мы выделили несколько интересных на наш субъективный взгляд. Postponers – игра по типу Papers, Please, где вы должны помочь Дёрпи вести почтовое отделение. Чехарда – игра про агента Свити Дропс и ее помощника, забавную микролиру. Кажется, произошла какая-то аномалия, предметы летают, герои стали плоскими, вам предстоит распутать это дело. Mayerware – динамичная игра, которая включает в себя множество мини-игр, которые меняются каждые несколько секунд. За это время вам надо успеть понять, что нужно сделать, чтобы не потерять жизни. Реплика. Простенькая игра, где вы в роли Твайлайт должны вычислить среди друзей Чейнджлинга, анализируя их реплики. Больше игр с джема вы можете посмотреть по ссылкам в описании. Пользователь на табуне под ником Айра Романов опубликовал свою игру во вселенной Equestria War. Действие игры происходит от лица Чейнджлинга в Империи Кризалис. Игра подкидывает вам варианты действий, из которых нужно сделать правильный выбор, чтобы не проиграть. Присутствует система инвентаря с бонусами. Для любителей мода Equestria War эта игра может стать интересным опытом. Хотим также дать огласку игре Battle Jam Ponies. Это преимущественно мобильная игра в жанре простенького РПГ, с механикой по типу покемонов и пошаговой боевой системой. Визуальный стиль и исполнение выглядит очень приятно. К сожалению, на HEO бесплатно доступна только демо. Полную версию игры потребуется приобрести на сайте проекта HEO или в одном из магазинов мобильных приложений. А в преддверии месяца шуток апреля хотелось бы упомянуть о грядущем мероприятии Аврора Фест. Со слов организаторов, нас ждет все, что мы так любим. Разнообразные стенды, яркий косплей, любимые музыканты и, конечно же, много пони. Также организаторы делают море конкурсов перед началом фестиваля. Ознакомиться с актуальными можно в их паблике во ВКонтакте. А мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге 12 апреля по адресу Левашовский проспект, 13А. А помните ли вы московскую поничную? Как бы это странно ни звучало, но тенденция открытия пони-закусочных добралась и до Японии. В огромном городе Токио открылась небольшая, но очень примечательная пиццерия с простым названием Пони Пицца. Заведение предлагает огромный ассортимент пиццы и мороженого, а логотип был нарисован художницей комиксов IDW Агнес Габровской. Если как-нибудь будете проездом, захватите и нам кусочек. Также хотим рассказать вам о том, что Китай продолжает нас радовать новым контентом по MLP. Компания Каю анонсировала 7-й набор коллекционных карточек по франшизе, включая в себя 186 карточек в сумме, среди которых 54 супер-супер редких. Собрав каждую, можно вспомнить былые времена детства и сыграть партийку-другую с друзьями в увлекательный пони-покер.
Автор DL Rex написал уже 4-ю главу своего фанфика о ченджлинге по имени Мрак. Одноименное произведение сочетает в себе элементы мрачной атмосферы и интриги, повествуя о внутреннем мире героя. Описание гласит: даже если ты не такой, как все, то и тебя может ждать в жизни что-то хорошее. А знали ли вы, что фанфик «Жертва», рассказывающая историю ченджлинга Ацелус, запертой в необычном заброшенном дворце далеко от дома, получает свой перевод на русский язык? Автор перевода – Шеддер, а автор оригинала – Кей Кэт, также известная как писатель культового фанфика Fallout Equestria. Довольно интригующе. А теперь погрузимся в мир комиксов. Не задумывались ли вы, как познакомились главная шестерка сериала Friendship is Magic? А вот автор комикса How We Met Alex DTI решил на этот случай нарисовать полноценный огромный комикс. Повествование закручивается вокруг главных героев сериала и их далеком первом знакомстве. Автор постарался передать визуальный стиль оригинала с толикой собственной изюминки. Перевод данного комикса можете найти в описании. «Колыбель шторма» — комикс, созданный художницей Дэ Сана, повествующий о Tempest Shadow, которая после поражения Короля Бури отправляется в путешествие, чтобы поделиться своими знаниями о дружбе. В пути она встречает двух пони, чьи жизни были необратимо изменены во время вторжения, и стремится помочь им справиться с последствиями, которые не смог исправить посох Сакануса. Да, Сакануса. Будьте готовы к большой комплексной истории на сотни страниц, включая рождественские и бонусные спешлы. Разве это не фантастика? А еще комикс за авторством IDW «My Little Pony Одиссея», являясь 4-м серией адаптации литературной классики, получает свой перевод на русский язык. В сюжете комикса Пинки Пай стремится вернуться домой на остров Итака, чтобы насладиться самым совершенным кексом. На своем пути она сталкивается с различными препятствиями и персонажами, включая говорящих свиней, загадочных гурманов, багбиров и даже совершает безболезненное путешествие в Тартар. Комикс преподносит нам целых 79 страниц захватывающего приключения в стиле Пинки Пай по истории греческой мифологии. На этом наш выпуск подходит к концу. Надеемся, что в следующем месяце мы увидим еще больше интересных новостей. А если вы хотите предложить свою новость, мы создали для вас специальную форму. Найти ее вы сможете в описании. А с вами был Квикскоп и Бризи Эхо. Как обычно, желаем хороших будней или выходных. Еще увидимся. Эй, привет! Тут такое дело. Пока готовили сценарий, вышло еще несколько интересных работ. Такие как 8-я часть обнимашек с пони, новый музыкальный клип от Принца Whatever про пони-вампиров, аниматик Мак по Японии под песню Child Road Hot to Go. В описании вы найдете ссылки на эти работы. Эй, Бризи! Хватит играть с Little Pip, ей пора на съемки.